Всем привет, дорогие друзья! Вы, наверное, уже догадались, где я нахожусь. Да, я опять заехала во Львов, частично не по делам, а частично по приглашению. Так что в этот раз я поехала также со своими близкими. И следующая серия будет как раз из этого города. И опять постараюсь вам заснять что-то новое, что-то интересное. Или даже показать что-то старое, как оно меняется. И вообще, какая ситуация, какая атмосфера в летом во Львове. Чем живет город. Ну и здесь всегда есть что посмотреть, есть что показать, есть куда сходить, есть чем насладиться. Поэтому думаю, что эта серия будет не менее интересная для вас, как и все предыдущие. Итак, поехали, не теряйте это видео и смотрите обязательно следующие ролики, в которых будет много интересного об этом городе. Не теряйте. Итак, поехали. Сегодня ужасная жара. Просто хочется ходить в трусах и в майке, но, как понимаете, этот город к тому не располагает. Поэтому нужно что-то находить, как-то выкручиваться. Вот, ходить по теневой стороночке. Но все равно можно найти такие укромные места, где не так жарит, как в других частях. Много зелени, особенно в центре. Поэтому можно как-то пережить. Хотя душновато, и думаю, что собирается на дождик. И очень хорошо, что зелень есть. Вот, что ее еще всю не уничтожили. Вот. Поэтому и город выглядит иначе, и также чувствуешь себя иначе. Хотя иногда бывает зелень такая, как сказать, неухоженная. И это тоже не очень приятное впечатление. Сейчас вам покажу. Вот, например, как здесь. Видите, эта зелень просто стихийная. А это центр города. Хотя улочка такая не центральная, но все равно находится в центре. Вот такая стихийная буйная зелень, которая никак не вписывается для центра такого большого города. Иду вот по этой тихой улочке. И сегодня выходной день, поэтому тихо, спокойно, и можно вам что-то сказать, потому что обычно я не записываю видео на улице, поскольку шум, гам, трамваи, автобусы, троллейбусы, машины, и к тому же еще в центре города почти везде брусчатка. Вот такая. И по ней, когда ездят машины, этот гул становится еще больше, и поэтому не то, что что-то сказать, себя даже не слышишь. Вот. Поэтому я очень часто, когда записываю ролики на таких центральных улочках, я голос подкладываю позже, потому что и так, даже если я буду что-то говорить, вы ничего не услышите. Вот такие булыжники здесь. Ну, конечно же, такие неровные не везде. Ну вот, посмотрите, видите, здесь будет очень громко. Но даже если они хорошо уложены, все равно, когда едет машина, то очень громко. Сегодня первый день, как я приехала. Это моя первая вылазка в город. Поэтому я еще ничего вам такого конкретного сказать не могу по поводу моих ощущений. Их еще не было, они еще впереди. Вот. Так что все еще перед нами с вами. Но все равно даже по этой короткой прогулочке настроение поднимается от этой такой своеобразной атмосфере, которая присутствует только в этом городе. Эта улица, которую вы видите перед собой, это улица Витовского. В советское время она была улица Дзержинского, а раньше еще это была улица Пеучинска. Почему Пеучинска? Потому что в ее конце находились Пеучинские ставы, то есть пруды. Да, пруды, если вы посмотрите на старые львовские фотографии, вы увидите эти пруды и лодочки, на которых катались львовяне того времени. Сейчас от этого уже ничего не осталось. Эти пруды, как сказать, вода бежит под
под улицей, ее забрали, не знаю, в канализацию, осушили, ну, не знаю всех деталей. А это площадь Ивана Франка, и раньше это был Плац Пруса, то есть площадь Пруса, известного польского писателя, автора знаменитой ляльки или фараона. Кто любит литературу, тот наверняка читал эти произведения. Сейчас это, как я уже сказала, площадь Ивана Франка, и через эту площадь проходит также улица Ивана Франка, по которой мы не раз уже с вами гуляли. Вот эта улица, это улица Ивана Франка сейчас. И она довольно-таки длинная, начинается в центре города и заканчивается около Стрийского парка наверху. А я с вами иду в сторону центра. Сейчас сегодня выходной день, и вы вот видите, улицы почти пустые. Здесь увидела вот такое ограждение, как бы такая калитка, вход, значит, здесь раньше был вход. И давайте посмотрим, как же это выглядит сейчас. Там наверху дома, но видно, если был вот такой въезд, такая брама, такие ворота, значит, все-таки сюда открывали эти ворота, и зачем-то они были нужны. Ну, сейчас это вот такой холм, насыпь, но я думаю, что если ворота, значит, въезжали здесь как-то раньше. Вот, и калитка для того, чтобы могли посетители войти или гости. Но видите, от этого осталось почти ничего. Здесь вот такой холм, трава и деревья. Я очень люблю такие места и думать, как же это было раньше. А мы дальше с вами идем по улице Франка в сторону центра. Акцентирую ваше внимание на эти балконы, которые, вот видите, там завернуты в какой-то зеленый материал. И такое впечатление, что с каждым приездом во Львов скоро все балконы будут, вместо того, чтобы ремонтированы, будут так вот завернуты. А завертывают их потому, чтобы камни людям не падали на голову. А сейчас мы с вами находимся на улице князя Романа. В советское время это была улица Ватутина. Еще раньше я забыла, как она называлась. Кто знает, обязательно напишите в комментариях, как это была улица названа перед Второй мировой. А в этом переулочке хочу вам показать, как выглядит Львовская консерватория. Сейчас она называется Львовская, наверное, академия какая-то музыкальная. Вот. Но проще простого всем понять, это консерватория. Здесь учат будущих музыкантов. Вот такой вот уютный переулочек. На этом я буду сегодня прощаться. Спасибо, что были со мной. Обязательно поддержите меня пальчиком вверх. Поставьте лайк, комментарий напишите. И, конечно же, подпишитесь, если этого еще не сделали. До новых встреч. Пока-пока.